Привет! Я Оля, свекла арт, и сегодня рисую весенний сюжет. Цветущая вишня и пчелка, которая сидит и опыляет цветочек. Я сегодня тестирую новую для себя бумагу склейка Paul Rubens. Склейка, это вернее бумага, содержит 50% хлопка и оформлена вот в такую удобную по 4 сторонам склейку. То есть я сейчас мочу лист и не фиксировав его предварительно. Я не прикрепляла его ни к чему, это очень удобно. Снежинка всем своим видом говорит, что готова к новой акварельной работе. А я между тем сейчас попробовала вот эту склейку смочить водой. Ее верхний лист, то есть прямо флейцем хорошенько прошла. Даю немного просохнуть и попробую рисовать вот в таком виде. Потом все свои наблюдения по поводу этой бумаги, конечно, вам расскажу. Вдохновилась я вот такой фотографией, которую увидела в сторис, и решила ее изобразить. Работаю, как обычно, в ограниченной палитре, но сегодня я буду использовать непривычный мне кадмий желтый для смесей, а я выбрала сиену натуральную. Сиена натуральная от Mijelo, она чем-то похожа на кадмий желтый, либо охру желтую, и также ведет себя в смесях чудесно. Для красного я взяла карминовую, в роли синего у меня сегодня ультрамарин и кобальт синий. Я первым слоем работаю, как всегда, очень прозрачно и нежно, помня, что вторым слоем могу всегда уточнить. Однако фон стараюсь, конечно же, сделать в один прием, чтобы не потерять в дальнейшем его прозрачности. Кое-где оставляю очень четкий край, потому что бумага уже подсохла, несмотря на то, что я ее смачивала предварительно, и она, да, хорошо держала довольно-таки влагу. А кое-где я размываю контур цветков, чтобы показать его мягкость. Пчелку дорабатываю вторым слоем, уточняя темные моменты. Какие-то белые тычинки, которые не смогла сразу прорисовать акварелью, я прорисовываю белой гелевой ручкой. И, в общем-то, на этом работу можно завершать. Под пчелками немного не хватило темноты, поэтому я ее слегка добавляю. Вторым слоем бумага прекрасно дает работать. Вообще хочу сказать, что бумага мне очень понравилась. Несмотря на всего 50% хлопка, она кажется 100% хлопковой практически. Поэтому я буду дальше с ней дружить, дальше ее исследовать. Но первые впечатления очень-очень даже хорошие. В общем-то, вот работа готова. На нее я затратила примерно 30 минут. И 4 цвета акварели. Желтый, красный и пару синих. А вдохновения вам тоже и успешного творчества!